Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2026 года. Какой будет эта неделя? Обещает быть очень насыщенной, поэтому у нас множество сил, эмоций, амбиций, естественно, ответственности, без этого никуда. Но в какие дни нам максимально продуктивными быть? Присаживайтесь поудобнее, сейчас будем планировать. И да, если смотреть, то всю неделю у нас активен аспект Марс в квадратуре с Плутоном. Кто смотрит меня уже несколько лет, знают, что я всегда на этот аспект говорю. Это аспект максимального выживания, пробивных сил, построения бизнеса, заработка денег, закрытие долгов в том числе, потому что Марс идет по знаку Тельцу, а Плутон по знаку Водолея. То есть здесь находить нужные связи, решать проблемы, глобальные задачи для того, чтобы уровень комфорта стал больше и интереснее, для того, чтобы убирать моменты, которые не нравятся в вашей жизни. Борьба за комфорт, я бы так сказала, эта неделя будет у нас очень активной. Разъезжается у нас соединение Солнца с Ураном, но при всем при этом Меркурий будет в оппозиции с Лилит. Это наши страхи, волнения по поводу нашего успеха или же неуспеха. А также Венера в квадратуре с Нептуном и в квадратуре с Сатурном. Иллюзии, переживания, разрыв отношений в любовной сфере, либо же наши отношения с финансами. При всем при этом начало июня и первую неделю мы проведем, уже естественно забегая вперед, в осознаниях, что для того, чтобы нам все это решить, нам необходимо в свою жизнь добавить ответственность, дабы убрать чувство нереализованности и внутреннее ощущение несчастья. Ну а в какие дни, что сейчас сделать, буду рассказывать. Понедельник, 25 мая. Могу сказать, что день активный. Солнце еще в близком соединении с Ураном. И Солнце, и Уран находятся в знаке Близнецы. При всем при этом очень активный день для того, чтобы решать прошлые задачи, задачи финансовые, находить нужных людей, договариваться. Будьте аккуратны за рулем, потому что еще и Меркурий в оппозиции с Лилит, то есть наше мнение о себе, оно завышено и искаженно, поэтому здесь нужно таки максимально приземленно относиться к себе, коммуницировать с людьми в том числе, потому что, помните, Венера у нас в квадратуре с Нептуном разъезжается, но съезжается в квадратуру с Сатурном, когда ответственность на этой неделе будет зашкаливать. При всем при этом Солнце в потрясающем аспекте с Нептуном, с Плутоном, и всю неделю с понедельника потрясающие аспекты на заработок денег. То есть чем сильнее мы покрутимся, побегаем, договоримся, построим те связи, которые раньше не получалось построить, договоримся, где раньше не смогли, задвинем свою гордыню, включим свою сообразительность и коммуникацию и поймем, что если у нас чего-то нет, то это не весь мир виноват, а мы сами не постарались, не договорились, не довели дела до конца. А бросить все на полпути на этой неделе будет очень легко, и весь июнь до 21 июня будет бросить очень все легко. Хотеться сказать, все мне надоело, потому что Солнце у нас этот месяц в Близнецах. Это знак зодиака, который не любит ответственность. То есть здесь нужно максимально договариваться, но вот эту легкость, которой хочется очень быстро прийти, очень хорошо энергии Сатурна подкрепляют, если мы, конечно же, понимаем, каких свеч нам будет стоить эта игра. Поэтому включайте свою ответственность тогда в соединении с близнецами, с Меркурием в близнецах. У нас как раз-таки будет и та усидчивость,
и у нас будет результат в виде наших договорных отношений. Поэтому понедельник, день, я не могу сказать, что он какой-то вот такой легкий, но тем не менее не очень сложный, полегче, чем, например, вторник, если сравнивать с каким-то днем на этой неделе, но вообще, в принципе, вся неделя – это просто разрешение наших задач. И да, в понедельник Луна находится в знаке Девы, не напряжена Луна аспектами, но опять же, основываться только на одну Луну, Луна в Деве в понедельник поможет нам как раз-таки прийти к приземленности, притянуть энергии Сатурна в том числе, потому что во вторник они нам очень сильно пригодятся, там Луна встанет в оппозицию с Сатурном, понимаете? Но в понедельник Луна еще в Деве, мы четко, рационально смотрим, не иллюзорно, не мечтательно, да, нам хочется ускориться, нам хочется как-то будущее свое подтянуть вперед, и здесь делайте четкие продуктивные действия. Постарайтесь максимально расширить свой потенциал в работе, в карьере. Луна еще будет в гармоничном аспекте с Юпитером. Эта история всегда расширение наших возможностей, расширение нашей жизни, наших профессиональных качеств. Здесь обучение, поездки, опять же коммуникации. Вот такой понедельник. Вторник, 26 мая, Луна уже в знаке Весы. Но при всем при этом Луна в квадратуре с Венерой, Луна в оппозиции с Нептуном, Луна в оппозиции с Сатурном. А также в гармоничном аспекте с Плутоном, с Ураном и с Солнцем. Поэтому здесь ответственность будут нас давить, эмоции будут нас останавливать, не сделать какие-то ответственные, важные, большие, мощные дела, потому что Сатурн будет топить нас на приобретение в жизни чего-то такого большого, важного, основательного, да, иллюзии здесь начнут уже распадаться, и придет осознание того, что мы до этого как-то вот в легкости не получилось, да, и теперь захочется как-то в свою жизнь притянуть что-то основательное. Вопросы с недвижимостью идеально, ответственная работа сюда же, работа в найме сюда же, но захочется нечто такого нового, легкого, разнообразного. Опять же, посмотрите, на рынке труда во всем мире сейчас происходит большой коллапс. С чем связано? Очень множество предпринимателей по всему миру не справились, не справляются и закрывают свое дело. Идут, естественно, что? В найм и являются невероятно конкурентными сотрудниками по сравнению с теми людьми, кто просто работает в найме и всю жизнь проработал в найме. Почему? Потому что человек, у которого было свое дело, то есть он предприниматель, сейчас он приходит, естественно, он занимает руководящие должности, потому что во всем мире, дорогие, к сожалению, оптимизация, и это нужно понимать. Поэтому, когда я говорю, что нужно нарабатывать свои компетенции, нужно нарабатывать свои компетенции и составлять очень сильную конкуренцию другим людям. Понимаете, о чем я? В помощь у меня есть финансовые гороскопы, прокачайте свои скиллы и поймите, что же вы можете, где вы можете вообще себя реализовать, если вы знаете свою натальную карту. Если не знаете, милости прошу. Оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения, и я быстренько посмотрю, где вам лучше всего проявляться, как работать. Ну и, конечно же, вы мне очень сильно поможете сэкономить время, если напишите, где вы работали до этого. Потому что очень, к сожалению, большое количество людей уже в осознанном возрасте оказывается, что они всю жизнь прожили вообще не так, как им было нужно жить. От этого, естественно, прямой уровень счастья или несчастья. И да, вторник – день большой ответственности, но при всем при этом запускайте новые большие мощные процессы в своей жизни. Хорошая история прийти к стабильности – это приобретение недвижимости, вопросы больших сделок, даже если путем кредитных средств сюда же, потому что Луна с Плутоном в гармоничном аспекте, тем не менее, да, здесь история строить свой бизнес, брать руководящие должности, новая работа. Вообще вторник – день для того, чтобы дерзать. Минус вторника. Луна в квадратуре с Венерой. Захочется поругаться с женщинами. Если вы мужчина, смотрите мой гороскоп, будьте аккуратны, не жестите дома. Будьте спокойны, миролюбивы, постарайтесь договориться. Хоть и очень сложно, будет день очень классный для того, чтобы добиваться где-то чего-то
в работе, но вот дома нужно быть максимально понятными, максимально милыми, сговорчивыми, не спорить, не ругаться, хоть и очень сложно будет этого не делать. Вторник – день для больших дел. Идем дальше. Среда, 27 мая. Но Луна по-прежнему в знаке Весы, но при всем при этом у нее только гармоничный аспект с Меркурием и с Лилит. Поэтому здесь убирайте свои страхи, убирайте свои волнения, что вы где-то там недостойны, могу ли я, не могу ли я, хочу ли я, не хочу ли я. То есть будет внутреннее противоречие, что вы долго сидите, не реализовываетесь, потому что Луна еще во второй половине дня будет в квадратуре с Юпитером. А это когда у нас внутри подкипает от нашей нереализованности, и мы готовы спорить. Поэтому реализуйте свой потенциал, и к среде как раз-таки Венера становится в точную квадратуру с Сатурном, а это день, когда нам захочется четко пробивать стены ради своих целей, своих планов, своих не просто иллюзий и ожиданий, а всех тех сил, которые уже были вложены, захочется рвать, метать, в прямом смысле работать, закрывать большие проекты, либо что-то такое начинать. Ведь мы с вами на этой неделе движемся к полнолунию, и оно у нас будет в воскресенье, 31 мая, понимаете, о чем я говорю. И это полнолуние вообще непростое. Поэтому здесь, забегая вперед, среда – потрясающий классный день для того, чтобы расширять масштаб своей личности, для того, чтобы честно себе сказать, где вы не доработали, какое из своих потрясающих качеств вы не реализовали, потому что оно будет вам мешать, оно станет жутко неудобным, и вы будете вспоминать свою жизнь как тот момент отсутствия своей реализации. Поэтому среда, максимально поговорите с собой, как минимум, со своим внутренним ребенком, чего же вы от жизни хотите. Четверг, 28 мая. Луна перешла в знак Скорпиона, и, естественно, не просто так, еще и в оппозиции с Марсом, еще и в квадратуре с Плутоном, когда мы понимаем, что мы достойны вот просто такого, ну, у нас этого нет. Когда Луна в Скорпионе, мы максимально хотим выживать, то есть в нас поднимаются все наши инстинкты. И вот смотрите, у нас в точной квадратуре Марс с Плутоном, в квадратуре Луна с Плутоном и Луна с Марсом в точной оппозиции. Это четверг, 28 мая. Это день максимально агрессивный. Здесь будьте аккуратны в коммуникациях, будьте аккуратны в своих финансах, просматривайте все, что вы делаете, как вы делаете. Конечно, день подписания каких-то больших, мощных сделок, да, день для того, чтобы себе, если у вас ничего такого нет в жизни, день для того, чтобы составить себе такой не просто план, а прям все свои инстинкты подключить к действию, к реализации, потому что на фоне этих отношений всегда хочется выжить. Про отношения, раз уж оговорочка была. В четверг могут максимально посыпаться наши отношения, хоть и Венера в секстиле с Марсом, это гармоничный аспект, но Венера все-таки в квадратуре с Сатурном. И вот если у нас в отношениях есть то самое, что очень долго держало нас от разрыва, да, то есть какая-то своя история, то эта история будет нас держать. То есть если мы максимально честно говорим про эти отношения, мы понимаем, что не только мы классные, потрясающие в этих отношениях, да, что наш партнер тоже вложил очень много в наши отношения, будь это и любовные отношения, и отношения в бизнесе. То есть с четверга есть большая вероятность того разрушить большую историю своей жизни. И это может быть как и финансовые отношения, так и любовные отношения. Потому что знак Скорпиона у нас про максимальную страсть, любовь, секс и деньги в том числе. То есть это про нас уровень выживания, это наши инстинкты, когда нам кажется, что мы не справляемся и нам максимально страшно. То есть мы либо здесь пугаемся, либо очень четко осознаем тот уровень ответственности, где мы сейчас находимся. И здесь я, конечно, топлю за ответственность, потому что это то, на чем мы можем прожить ближайшие 2 недели. Первую неделю июня так точно. И да,
День, в котором нельзя просто так лежать и ничего не делать, как минимум будут закручиваться большие финансы и моменты реализации, если вы будете форсировать события. Поэтому, естественно, пробивайте свои страхи, свои сомнения, свои волнения. Меркурий откатывается уже от оппозиции с Лилит, она не точно, поэтому здесь просто включайтесь вперед. Вообще четверг обещает быть очень трудоемким, поэтому трудимся, господа, и все у нас тогда получится. 29 мая, пятница, Луна в знаке Скорпиона, уже расходится оппозиция с Марсом и остается гармоничный аспект только с Венерой, поэтому очень хороший день. Пятница и во второй половине дня Луна будет в Скорпионе, но в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому говорю очень реально, серьезно. Вся неделя, будние дни, это момент того, что нам нужно прямо-таки очень сильно, мощно включиться в свою жизнь, сделать тот план, который мы всю весну боялись сделать в 2025, потому что июнь у нас включится совершенно на других событиях, совершенно на других осознаниях и переживаниях. Поэтому здесь до пятницы было бы классно все сделать, потому что пятница уже Луна в Скорпионе, уже захочется больше понаслаждаться моментом. Луна в прекрасном аспекте с Венерой, с Юпитером. Очень хороший такой момент, здесь захочется расслабляться, проявлять такие романтичные чувства. Хороший день для гуляний, для свиданий, для такого уже спокойного движения дел. Вся жизнь закончится в четверг, поэтому пятница очень классный такой финансовый день, партнерский день, сходить со второй половинкой куда-нибудь, расслабьтесь, отдохните, проведите страстный вечер, день вместе. Поговорите о чем-то таком большом, о том, куда вы хотите прийти, что вы хотите в своей жизни сделать. В пятницу уже не будет таких больших качелей, но вот суббота, 30 мая, Луна по-прежнему в первой половине дня в знаке Скорпиона, но Луна уже будет во второй половине дня в точной оппозиции с Ураном. Поэтому здесь будет, конечно же, такая встряска, захочется куда-то вот чего-то такого новенького, чего-то такого легкого, безответственного. При всем при этом Луна в гармоничном аспекте с Нептуном, с Юпитером. То есть мы будем так на эмоциях раскачиваться. Чего же нам хочется? Нам захочется повыбирать и того, и того, и вот подпитаться какими-то иллюзиями. Захочется все быстро бросить, перечеркнуть и уйти в закат и сказать: я ничего не хочу решать, мне хочется легкости. Особенно если где-то в четверг или в среду вы решили, например, уйти из основной своей работы. Почему? Потому что вроде как показалось, что меня недооценивают. Постарайтесь в работе, карьере, дорогие, искать сейчас то место. Я знаю, мне очень много людей пишет на эту тему, что нашли работу, на собеседовании говорилось и обсуждалось одно, а по факту оказалось другое. Ищите ту фирму, где вы через 3, 4, 5, 6 месяцев, да, полгода сможете кем-то стать. Да, времена идут такие, что нужно снова показать свои компетенции, вроде как доказать, что мы достойны, но при всем при этом нужно быть уверенными и понимать, что мы все делаем правильно. То есть это не должно быть вот в такой легкой, иллюзорной, истеричной манере бросить все и от всего отказаться в один день. Нет, нет, дорогие. Мы вступаем во времена, когда нужно очень четко подходить к истории своей жизни. Вот эта вот иллюзорность безграничного выбора приведет нас в конечном итоге в коллапс. И да, 30 мая, 31 мая у нас Луна уже в знаке Стрельца, у нас полнолуние, то есть Луна в Стрельце, Солнце в Близнецах, и две эти планеты в точных квадратурах на кармических узлах, которые находятся в Рыбах и в Деве. И это история нашего успеха, нашей реализации или же нереализации. И по факту на вот этих эмоциях мы будем двигаться первые 2 недели июня. На эмоциях разочарования, на эмоциях нашего страха. Чего же мы хотим? Мы хотим приземленности, мы хотим легкости. Вот это внутреннее ощущение того, что мы сами не можем решить и позволить себе ту жизнь, которую мы хотим,
В конечном итоге осознание придет к тому, что нам для всего этого нужна стабильность, потому что в это полнолуние Венера в точной квадратуре с Сатурном, а это умение твердо стоять на ногах, быть ответственным, быть компетентным человеком, уметь отвечать за свои поступки в семье, в работе, в личной жизни, да, со своей второй половинкой, со своими финансами, со своими эмоциями в том числе. Поэтому я не могу сказать, что неделя будет какой-то такой легкой, беззаботной. Это неделя подведения итогов. Можно сказать календарной весны, но я могу сказать, что это подведение итогов и всех ситуаций 2025 года, потому что первые недели июня у нас Уран становится в точных квадратурах к кармическим узлам, и это максимальное форсирование события в новую нестабильную реальность, к которой мы объективно еще не готовы, да, в которой нам страшно, но при всем при этом большое количество гармоничных аспектов, у нас есть большое количество выбора, мы его не видим, мы не хотим его видеть, потому что везде со всеми этими гармоничными аспектами наш нелюбимый Сатурн. А Сатурн будет нас всех держать и приземлять вот это нестабильное летнее время, как раз-таки последовательность своих действий, умение думать, планировать не просто свой день, но и свое будущее, умение откладывать свои деньги, свои силы, умение отдыхать, строить свой график, планировать и быть ответственными за свою жизнь. Вот такой гороскоп недели с 25 по 31 мая. Я не могу сказать, что эта неделя будет легкой. Нет. В эту неделю нужно сделать много, при всем при этом понимать свой уровень ответственности, завершить нелюбимые дела. Их просто нужно сделать. Понять, чего же мы все-таки хотим, постараться не загубить свою жизнь, а подняться на ступеньку выше, в своих же глазах, по своим же обязанностям и по той жизни, которой мы все хотим жить. Вот такой гороскоп, дорогие. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. В свободное время постараюсь ответить и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.